Тиждень 2 просто озирнись навколо. Якісний 4G там, де ви. Київстар. Швидкість мобільного інтернету номер 1 в Україні. Всем привет! Нам пришло очень много заявок, около нескольких тысяч. Многие из них, конечно, были не совсем правильно заполнены, то есть был неправильный возраст, не было видео у кого-то. Кто-то играл не столько, сколько мы просили в КС, то есть уровень фейса и так далее был тоже низкий. Мы все онлайн-заявки синхронизировали с количеством игроков и базой игроков, которые играют в ФПЛ, там 4 дивизиона в СНГ. И это был, в принципе, главный приоритет, потому что если игрок хочет играть и выигрывать, и развиваться, то он, скорее всего, находится уже в ФПЛ. Также мы приглашали все-таки ребят неизвестных, которые особо нигде не показывали себя, но они подходили по параметрам, и игры, которые они скинули, тоже, в принципе, были относительно неплохие. После того, как мы отобрали около 30-35 игроков онлайн-тестирования, наш психолог со всеми из них пообщался, дал свою оценку на базе видео, которые они скидывали. Также он с ними лично потом общался еще. Психолог будет играть немаловажную роль в целом на самом кемпе, он будет проводить с ними очень много работы, будет много лекций, будет много семинаров и так далее. Мы дали каждому игроку проверить все разные роли, все разные позиции. Начало у нас начиналось это разыгровка, чтобы ребята разыгрались ДМ, плюс мы смотрели, как они наводятся, их эйм. Дальше они играли ретейки, мы больше обращали внимание, как они общаются, как взаимодействуют, дают инфу по гранатам, кто что смотрит. Ну, полное общение, как в настоящей игре. И главное, как бы, это игра 5 на 5. Как я уже сказал, мы дали им все роли, они все перепробовали. И относительно этих ролей мы, в принципе, сделали выбор. Да, где-то мы очень сомневались, и где-то очень долго думали, но все же, думаю, мы сделали правильное решение. Десятка очень крепкая. В случае, если кто-то не пройдет десятку, у нас есть список игроков, которые на замене, которые могут в случае чего заменить этих игроков, кого-то из них. Мало ли кто не выйдет и скажет, я типа не хочу, я не могу, я устал, это не мое. Да, такое может случиться. Я понимаю все с полуслова, я хорошо подстраиваюсь под команду, у меня есть большое желание играть вообще в команде. Ну, Валера, я не знаю, он в первую очередь он играет в ФПЛЦ, это европейский ладер ФПЛ, и довольно неплохо там выступает. И для меня это, в принципе, показатель, что парень решил пробираться в ФПЛ через европейские квалификации, а не мучаться через СИС-лиги. Мы поискали там СНГ игроков, вот он был в топе. И то, что мы увидели, нам очень понравилось. В первую очередь могу отметить, что у него очень хорошая микро, и он очень хорошо чувствует игру. Ему не хватает знаний игровых, само собой, но это несложно решить. Для этого у нас есть этот кемп. На том этапе развития, который у него есть сейчас, в том возрасте у него очень высокие показатели, и поэтому это один из игроков, который берется на перспективу. То есть мы знаем, что мы сможем из него сделать сильного игрока. Я хочу попасть в проект Navi Junior, так как считаю отличной возможностью проявить себя, научиться отлично играть и доказать, что я могу быть одним из лучших. Вот этот парень сразу показывает, что он очень серьезный. Он грамотно, четко сделал заявку. Ну, вообще про него слышали с Андреем. Андрей еще мне про него давненько говорил. И я посмотрел первую игру, он сразу мне начал импонировать. Очень классно двигается. С него в теории может получиться неплохой капитан, и он крутой снайпер. Ему как бы есть над чем работать, но... Да, в целом это один из, наверное, лучших снайперов из тех, кого мы отбирали. Потенциал у него огромный, желание у него огромное. То есть это идеальный кандидат, чтобы с ним работать. Я бы еще добавил, мы пообщались как бы с его отцом. Наверное, один из немногих моментов, когда вот родители именно на полную поддерживают игрока, и это большой плюс. Да, все итоги, которые мы писали с 5 на 5 матчей, игроки играли между собой 5 на 5 на онлайн-отборе, мы их просканировали через аналитическую программу, и вот у Господарова лучше, в принципе, показатели по всем параметрам. По точности, по
реакции, сколько времени он умирает в руке с гранатой, то есть на свече, например. Поэтому мы на него полагаем большие надежды. После успешного выступления в лигах меня позвали на тест в TeamSpeed, но затем пришло предложение присоединиться к составу Gambit Youngsters. Этот парень уже в Gambit Youngsters проходил отбор, даже попал в него. Потом его заменили на Акселя, и он остался на лавке запасных. Мы решили его протестировать, и он нам тоже очень понравился. Принятие решений, само мышление игрока, игровое у него уже довольно неплохое, и у него, опять же, очень хорошие технические данные. На перспективу, мне кажется, этот игрок с большим потенциалом. Еще очень важно, что у него есть как бы опыт работы в команде, и я думаю, где-то он сможет кому-то подсказать, помочь, и поэтому это хорошее, думаю, приобретение. Но опять же, мы посмотрим, все будет понятно в конце августа. Командного опыта у меня не так много, но зато есть крутая стрельба. Единственная проблема, которую я хочу сказать, это проблема с моей головой. То есть я могу набить 40 фрагов, выиграть игру, или сделать один мув, или 40 фрагов, который может поменять исход игры. Да, в Ункере, в принципе, мы как бы идем по списку приоритета, то есть мы отбирали именно в таком порядке игроков, то есть учитывая, что Ункере мы отобрали 4-м. Ходили слухи про Ункере, что он не очень там где-то честный парень, бывает манипулирует, бывает глупит, да, но в первую очередь, конечно, мы берем его из-за его технических данных. У него очень, да, у него очень крутой микро, у него очень крутой им. Он воспринимает немного игру все-таки как будто он играет в индивидуальную игру, то есть соло-гейминг, да, и наша цель просто донести до него мысль, что команда играет впятером, и если один игрок будет отделяться от нее, то он будет тянуть на дно всех остальных. Я посетил более 15 различных украинских лан-турниров, где занимал призовые места. Нави — это самая популярная организация в СНГ, и я верю, что именно такая организация помогает таким, как я, идущим к своей цели, несмотря ни на что. 19-летний парень топа, он играл в Indigo Academy, тоже сидит на лавке запасных, поэтому мы взяли его в аренду. Если он пройдет топ-5, то мы его выкупим. Понравился его подход в целом к командной игре, как он относится к тиммейтам. Да, из всех, кого мы отбирали, он больше всех понимал игру 5 на 5. Это однозначно. Многие могли подумать, что мы отобрали игроков, которые плохо понимают игру 5 на 5. Наша цель — научить их понимать игру 5 на 5. Мы очень тщательно пытались отбирать игроков, у которых пока еще не затуманено сознание игровое, которые пока еще не сформировали себя в игре 5 на 5. Топа, он, скажем так, пошел в нужном направлении, у него с этим проблем нет. Я не видел ничего такого, что будет сложно исправить. Да, мы еще оценки отдельно свои как бы ставили там по игре, там Game IQ всякие, спрей-контроль, и Топа показался очень круто именно. Он один из фаворитов именно отборов был по оценкам. Множество выигранных лан-турниров как в Москве, так и в Питере. Также на платформе Faceit у меня был Faceit Pro League Challenger, инвайтов в Pro дивизионы, не говоря уже о каком-то 10 уровне Faceit. Пока действительно очень приятный парень, очень адекватный по общению с ним, то есть он своим характером, как человек, он очень импонирует. Наверное, один из немногих людей, которых именно прибавил от начала к концу, потому что в начале я, допустим, сомневался, потому что он много молчал, но потом он уже когда как влился в коллектив, он играть начал и говорить, поэтому я рад, что мы такого игрока нашли, он приятно, адекватный, у него классные скиллы, он может исполнять почти любую роль, и у него классное будущее. Да, оценки, опять же, у него очень высокие, одни из чуть ли не топ-5, это если брать данные, я имею в виду статистики. Опять же, от нас лично он тоже получил хорошие оценки, то есть у него очень высокий уровень коммуникации, высокий уровень инициации, понимание макро хорошее, в целом понимание меты. Видно, что игрок уже как бы этим интересуется, он уже на правильном пути, и это однозначно для него был плюс. Мы его отобрали, по-моему, 6-м номером.
Это видео-ответ на вопрос, почему именно я должен принимать участие в вашем проекте. Я думаю, здесь есть несколько пунктов. Во-первых, в свои 19 лет я получил много разнообразного опыта. Я побывал на некоторых международных соревнованиях, например, LAN в Швеции за Team Senia или в Польше за Просток. В своей карьере я столкнулся с многими психологическими проблемами, и большинство из них мне удалось решить. Я прочитал около 12-13 книг по сложной психологии и готов делиться этим опытом. Я считаю, что психология в киберспорте супер важна. Картист. Это, наверное, самый опытный участник кемпа. Он прислал четкое, наверное, самое лучшее видео, качественно, четко описал себя, свои цели. На отборах показался как классный лидер. У него есть проблемы с эймом, но вот, я не знаю, почувствовали, ребята где-то тянутся за ним, даже если где-то колы не лучше, их не особо и оспаривают. Поэтому, мне кажется, он может где-то быть лидером у них. Он может быть скорее наставником и поддержкой для других игроков, это да. Именно вот лидером команды. Но в игре ему пока что трудно быть инги, то есть именно координировать команду ему пока трудно. Но и опять же, один из тех игроков, которому нужно будет потянуть свой АИМ, даже не АИМ больше, а стабильный фрагинг, да, такой, то есть он иногда проседает damage-дилинги, то есть он может убить круто, взять раунд без шансов, а может просто там сделать какое-то непонятное действие и не убить очень простой фраг. Я готов работать над собой, исправлять свои ошибки и учиться чему-то новому. А помимо этого, я никогда не был конфликтным человеком и всегда стараюсь найти компромисс в любой ситуации. У него, вот смотришь видео, у него сразу такое детское, приятно открытое лицо, он говорит, знаете, это детская невинность, когда он хочет вот себя показать, ну вот, очень открыто, да, такой приятный парень, и ему 15 лет. И, наверное, в этом моменте, да, мы решили где-то сделать исключение, потому что для своих 15 лет у него довольно хорошие скиллы, он уже играет многие украинские турниры, признавался там в какой-то лиге украинской аматорской лучшим игроком, и для 15 лет у него очень классные скиллы, но... Да, это игрок, который берется на перспективу в первую очередь. Однозначно он слабее остальных, но мы делаем скидку на возраст. То есть если остальным там 18-19 лет, я могу себе представить, с кем станет Whitesmith в свои 18 лет, если он сейчас такой. Уже проскакивает скилл, уже проскакивает понимание, поэтому у Whitesmith мы смотрим именно на перспективу. Для него вот этот трехмесячный кемп, это идеальная программа будет для него. Вот как раз таки это один из тех, на ком мы сможем убедиться, проверить, как вообще наша программа работает. Как и многие другие игроки, которые подают заявки, я провожу все свободное время за этой игрой, сижу целыми днями по 10-12 часов. Но, как мне кажется, самое главное в этом — это умение быстро прогрессировать и развиваться. Капачо, игрок украинской команды Majesty, тиммейт Whitesmith, тоже молодой игрок. Он получил, наверное, единственный, да, в начале высшую оценку от нашего психолога. В принципе, по нему были вопросы. Он где-то, я не знаю, халтурит, можно так сказать, до конца не выкладывается, но перспектива его не очень классная. Мы отобрали его в последнюю очередь, по номерам 10, очень долго сомневались на его счет. На уровне профессионального игрока, если брать уровень профессиональных игроков, то он пока очень слабенький. 1,5 года, по-моему, играет всего лишь в Counter-Strike. 1,5 или 2 года, то есть... В некоторых ситуациях 5 на 5 он принимает такие решения, которые не принимал, наверное, никто из игроков во время отбора. Видно, что он их делает не за счет знаний, а за счет какой-то просто чуйки, интуиции. Мы собираемся десятки отобрать самых-самых лучших игроков. Мы не собираемся делать из них команду. Да, делать из них команду. Мы можем подписывать, да, как бы ребят, чтобы они были как бы под Нави, и мы будем помогать дальше. Да. Будут с нами развиваться. Ну пока, да, может они не попадут в пятерку, но в будущем они могут попасть в пятерку, а там, может, и в первую команду когда-нибудь. Ожидания. Ну, на самом деле это очень интересный проект. Честно, мне самому интересно, что получится с них. Я как бы до этого работал уже с детьми, но это была другая ситуация, как бы тут совершенно сейчас другой уровень и поддержки, и помощи, и всего ресурсов. Я думаю, в принципе, несколько ребят могут выйти довольно сильно. 2-3. И если их выйдет больше, я буду только рад, если я ошибаюсь.